вами по мотивам вот этого панно. Оно в кадр, конечно, не влезет, но вы его видели на фотографиях и в ролике. Вот оно. Вот, и мы с вами будем делать в таких же техниках. Но единственное, что это панно размером 40 на 90 сантиметров. И такое панно в кадр никак не влезет, чтобы вам показать. Поэтому для демонстрации на нашем открытом вебинаре я выбрала формат. Сколько он? Где-то 40 на 50. Да. Про материалы. Я уже подготовила. Я не только, чтобы нам с вами сильно не заострять, я не только взяла формат чуть поменьше, но я его подготовила. У меня холст на картоне. Вы можете использовать холст на подрамнике, как моя большая работа. Вы можете использовать планшет, но в данной работе холст выглядит интереснее. Сама фактура переплетения нитей, она будет хорошо смотреться при золочении, она будет придавать позолоте уже такую как бы подложку фактурную. И поэтому я рекомендую вот для этой работы использовать либо холст на картоне, либо холст на подрамнике. И я его покрасила. Тот образец, который у меня висит на стенке, он покрашен в два оттенка, черный и индиго. Индиго – это такой синий-черный. То есть мне там хотелось очень насыщенного тонального контраста, и я использовала такой вот практически черный цвет. Здесь я просто подумала, что на веб-камеру, наверное, очень сильный контраст, вдруг там что-то начнет бликовать или еще что-то. Вот я взяла чуть поспокойнее фон. Я использовала две краски, бирюзовую. У меня вот в данном случае краски Амстердам, могу сказать номер, бирюзовая 522 и цвет индиго, ну, у меня, правда, эксперт, 533. У Амстердама у них очень красивые палитры, там много разных оттенков, но можно использовать любые краски, которые у вас есть. Вот, то есть я взяла вот один цвет основной и второй чуть потемнее, чтобы сделать градиент. Я просто кисточкой хаотично все закрасила бирюзовым и чуть-чуть низ перешла на такой более темный оттенок. В принципе, можно просто закрасить все в один цвет. Я добавила оттенок просто, чтобы немножечко усложнить работу. Ну, я люблю, как я уже сказала, немножечко так вот усложнять, чтобы работа смотрелась как можно интереснее и разнообразнее. Ну, это вот мое видение, мой стиль, и я как раз вот этим, чем богата, тем с вами и делюсь, скажем так. Вот, итак, у меня покрашено. Вы также готовите свою поверхность, выкрашиваете все в один цвет или с переходом оттенка и высушиваете. У меня все высохло. Теперь я взяла еще два оттенка краски, близких по цвету. Один цвет, но не те же самые, но близкие. Один цвет такой вот перламутровый синий, и второй цвет я взяла вот такой фиолетовый, 568 Амстердам. Фиолетовый просто, чтобы немножко, опять-таки, чтобы она у меня была не монохромная как раз, а немножко отличалась оттенком. Вы спрашивали про трафареты. Я как раз специально собрала разные дамаски. Вот может быть такой формат А4, фоновый трафарет. Кто-то мне тоже задавал вопросы при подготовке к вебинару. Может быть большой фоновый трафарет, как... Ой, прошу прощения. Как вот этот вот. Да, вот в своем холсте, который висит на стене, я использовала как фоновый вот такого размера, побольше трафарет, потому что холст большой. Чем больше холст, тем больше, соответственно, трафарет. То есть трафарет должен быть соразмерен с холстом. Вот под этот холст я взяла как раз поменьше чуть-чуть дамаск. И нам еще понадобится трафарет с большим узором. Этот будет фоновый, а большой узор будет композиционным центром. И таких трафаретов тоже могут быть, они разного размера. Если большое панно 50 на 60 или 40 на 90, то это может быть очень большой, да, формат. Вот, вот этот вот 30 на 44 размер трафарета Стамперия. Вот такой у меня есть трафарет, он 30 на 30. Вот этот вот трафарет, который под заказ, я вам уже показывала. Это заказной как раз трафарет. Он тоже где-то 30 на 40 или даже или 35 на 40, он почти на 40 с чем-то, судя по всему.
Но вот эти большие трафареты мне не подойдут под эту работу, потому что она меньше форматом. И если я сюда расположу вот этот большой трафарет, то он займет все пространство. У меня нету такой задачи. Поэтому для показа я взяла и трафарет с элементом, который будет соразмерен моему холсту. В данном случае у меня трафарет отечественного производства Кэтрин Крафт. Дамаск, он так и называется. Разнообразие дамасков велико. Как я говорила, история этого узора очень давняя. В нем использовались стилизованные растительные, даже животные мотивы. Вот. И есть как бы разные такие направления в Дамаске, больше как бы такая восточная тематика, арабская тематика, более европейские вариации. Вот, поэтому он такой очень многоликий, очень разнообразный. Я опиралась на размер. Мне нужен был подходящий размер, я взяла вот такой размер. И к тому же сам рисунок этого трафарета хорошо сочетается с фоновым дамаском. Так что вот эти два трафарета. Ну и кусочек губочки. Начинаем. Фирму трафаретов я, кажется, все назвала. У меня трафарет из Тампере и Кэтрин Крафт. Все трафареты и, в общем-то, все материалы, которые я сегодня использую, их можно найти в нашем интернет-магазине Wings of Art Shop. Потому что как раз то, что под рукой, то и использую. Ну а вам будет легче найти, если захотите. Поэтому приглашаю с удовольствием. И у меня, кстати, для вас еще будет, не спешите пока делать заказ, у меня будет для вас подарок для всех участников сегодняшнего вебинара. Так что дождитесь конца, и я вам расскажу, что это за подарок такой. Как определить соотношение размера холста и трафарита, чтобы не ошибиться? Чисто визуально, Наталья. То есть вы смотрите, чтобы трафарет был не очень мелким и не очень крупным. Вот я прикладывал, да, я один трафарет положила, он на весь холст. Конечно, мне такой не нужен в данном случае. Мне нужен такой трафарет, который я могу варять, как бы его двигать в своем пространстве. Я начинаю вот с этого фонового маленького трафарета. Я его смещаю практически вот в угол. И начинаю наносить краску вот этих двух оттенков. С помощью просто губочки набиваю вот этот рисунок. Главное не сдвинуть. Можно закрепить трафарет скотчем, чтобы он у вас не ширил. Я наношу вот не ровно прямоугольником, а наношу просто пятном каким-то неким, расплывчатым даже, скажем так. А чат можно прокрутить вперед? Вдруг я не вижу какие-нибудь. Если сейчас нет фонового дамаска, спрашивает Надежда. Хороший вопрос. Не страшно. Вы можете использовать любой другой фоновый трафарет. Самое главное, чтобы трафарет, то есть рисунок фонового трафарета сочетался с рисунком элемента. Красиво просто они вместе смотрелись друг с другом. Вот нанесла один оттенок и беру второй оттенок краски и вношу вот это вот цветовое разнообразие. Такой какой-то черничный, красивый, фиолетовый, чернично-фиолетовый. Но я разнообразие вношу как раз такими вот пятнами. Кстати, практически все про использование трафаретов и вариативность этого использования в панно вы можете узнать из моего видеомастер-класса «Ритм пятен и слов». Вообще в этом мастер-классе идет речь о таком полезном законе композиции, как ритм. И так же, как
владея контрастами, вы легко будете создавать очень выразительные работы. Также и владея ритмом, вы сможете построить очень динамичную композицию. Поэтому, если вы пока еще не знаете, не умеете пользоваться ритмом и хотите побольше узнать про построение ритмичной, динамичной композиции, и в том числе про работу с фоновыми трафаретами и их сочетание с другими, то я вам очень рекомендую обратить внимание на этот мастер-класс. Нанесла, снимаю. То есть моя задача сейчас создать такой как бы легкий тающий фоновый узор. Конечно, мне такого маленького трафарета не хватило, чтобы нанести столько, сколько мне, скажем так, хочется. Поэтому фоновый трафарет, он хорош тем, что его можно продолжать раппортом. Поэтому я просто совмещаю рисунок, ищу, как бы мне совместить. Так. Я даже немножечко вот повыше сразу сделаю. Совместила. И продолжаю. Я делаю такое движение немножечко по диагонали. Не стремитесь наносить очень плотно, пусть будет такое воздушное, небрежное нанесение. Вопрос от девочек, пишет Света Верлинска, которые не могут писать. Если обои с дамаском, что лучше на стену сделать? Хороший вопрос. Уже пошли мы в конкретику интерьерную. Замечательно. Значит, если у вас насыщенный фон уже присутствует в обоях, орнаментальный, то тут, конечно, дамаск уже может и не очень хорошо подойти. Очень хорошо смотрятся сюжетные работы на таком фоне, то есть которые имеют какую-то картинку, там, пейзажную, как вот, например, в одном путешествии в мастер-классе у меня, или вот как в модерне, там, где достаточно большое место, да, занимает вот эта вот девушка. Конечно, не подойдет панно, например, с комиксами сюда, нет, потому что сам дамаск на стенах, он больше как бы отсылает нас к классике. Если мы дамаск вешаем на бетонную стену, мы немножечко, да, вот играем на контрасте современного и классики. Но если у нас дамаск уже присутствует на стенах, то это нас обязывает. Поэтому панно в стиле модерн не подойдет. Дамаск, масло масляное. А вот с какими-то сюжетными мотивами, там модерн, или вот как настроение, или вот такого вот плана, вот такого, да. Ну, здесь как раз тоже сюжетность какой-то, присутствует какой-то сад золотой. То есть какая-то история, присутствует рассказ в вашей работе, такая сюжетная, она будет хорошо смотреться. Ну и, конечно, работы с золочением на фоне обоев с дамаском тоже будут хорошо смотреться. У меня дамаск перемежается с однотонными обоями. И на однотонные впишется идеально. Да, Марина, вот это как раз история, соглашусь. Это будет вообще шикарно, если у вас на одной стене дамаска, а другая пустая, и на ней появится панно с дамаском, это будет очень интересно смотреться. Вот, в принципе, я считаю, что этого достаточно. У меня получился, не знаю, как вам так показать, вот. У меня получился такой фоновый узор. Здесь краски близкие, и он практически тает внизу в темном фоне. Здесь он более контрастно выделяется. И он обрывается у меня так вот как бы неровно, да, чтобы не быть каким-то квадратом или прямоугольником, а быть именно фоновым. Далее я буду наносить клей для потали. Мы всю верхнюю часть с вами позолотим. Мы будем работать с вами с классической поталью. Можно использовать классическую поталь листовую или в хлопьях.
Листовая поталь даст вам больше блеска. Поталь в хлопьях будет чуть более тускло и мято, как бы, ну, фактурно так смотреться, потому что она уже изначально смятая. Чат можно прокрутить? Если занавеси дамаск. Девочки, я чувствую себя каким-то интерьерным консультантом, но, честно говоря, таковым не могу сейчас являться, потому что у меня немножко голова занята нашим мастер-классом в прямом эфире. Поэтому мне, конечно, трудно представлять сейчас ваши вариации интерьеров и что в них может хорошо смотреться. Обычно, если у меня с заказчиком идет речь о работе под интерьер, то я прошу выслать мне фотографии. И более как-то детально, потому что важно все, понимаете, и занавеси, и обои, и цветовая гамма. Поэтому чем больше вы соберете информации перед работой о том интерьере, куда собираетесь вешать ваше панно, тем лучше. В данном случае у меня просто нет ни времени, ни возможности с вами обсуждать вот эти детали информации. Поэтому я вот общие рекомендации вам сказала, а конкретику я не буду даже ничего вам советовать, потому что я могу ошибиться, не имея дополнительной информации. Кто вот придет на онлайн-дамаск, у нас там с вами будет, естественно, побольше времени. Мы с вами там сможем обсудить уже детали конкретного интерьера, под который вы хотите сделать это панно. Да? Вы там можете выложить и фото, и в личку мне написать, и как-то вы можете фотографировать там свои какие-то промежуточные идеи с материалами, по цвету можем с вами подумать, да, по как-то... Вот. А сейчас, ну что, сейчас я, к сожалению, ничего толком вам ответить не смогу. Вот. Поэтому тут уже должна быть такая с вами индивидуальная работа, которую я могу обеспечить только на, вот, либо на живых мастер-классах, да, мы обсуждаем в студии, кто что, кому что надо, либо на онлайн-мастер-классах. Там тоже есть возможность, там идет поддержка активная с моей стороны, поэтому там такая возможность есть. Кстати, живой мастер-класс панно дамаск, вот это вот 50×60, у нас в студии он проходил уже несколько раз, он достаточно дорогой получается, он стоит 9 тысяч. И 2 занятия, 2 раза девочки приезжают, мы усердно трудимся, потому что это очень большой размер, очень большой формат. И несмотря на то, что я в нем постаралась как раз взять всеми нами любимую шпатлевку, материал недорогой, доступный и как раз очень хорошо подходящий для такого панно. Вот, но, тем не менее, все равно выжать я из него постаралась максимум. Поэтому информации, работы там много. И вот в живом формате этот онлайн стоит, например, 9 тысяч. В онлайн-формате курс, учитывая, что он будет идти, там, одна работа только у нас будет с вами, практически месяц с моей стороны плотной поддержки, плюс видеоуроки, плюс индивидуальный подход, 5800. Но сегодня вот для участников вебинара вообще есть такая вот супер возможность сэкономить и приобрести этот онлайн-курс, участие в онлайн-курсе по минимальной цене. Я немножко жду, чтобы у меня подсох клей. Что вы наносите на холст? Ой, я тут заговорилась. Давайте, пока подсыхает клей. Я нанесла водный клей для потали губкой, чтобы не портить просто кисточку, потому что этот клей отмывается, конечно, если сразу помыть водой с мылом, он отмывается, но все равно может склеивать волоски кисточки. Поэтому я наношу водный клей для потали, у меня вот стамперия, с помощью кусочка губки поролона. Наношу его, нанесла я его небрежно, где-то вот, ну, чуть меньше половины поверхности покрыла этим клеем сплошняком. Край я не по черточке покрыла, а край сделала таким рваным, как легла у меня рука. Так. Ну что, подсох он у меня? Сейчас я чуть-чуть феном подстрахуюсь, чуть-чуть его подсушу. Вообще водный клей для потали сохнет быстро.
После того, как он высыхает, он, соответственно, сохраняет липкость. Руки должны быть у меня сухие, чистые. Или одеть хлопковые перчатки можно. И я буду использовать золотую поталь. На, опять-таки, работе образцы, сейчас я ее опять попробую впихнуть в кадр, я использовала серебряную поталь с золотым таким, как бы, вкраплениями. Вы можете использовать серебро или золото на свое усмотрение. Мне вот захотелось с бирюзой золото. Но я взяла также серебряную поталь в крошке, чтобы сделать тоже окончание в серебре. Красиво, когда основной тон однотонный, а вот там, где у нас ближе к центру, мы вносим такую небольшую детализацию в виде другого оттенка потали. Так. Также о работе с поталью, кстати, очень интересные эффекты использования потали, вот эти вот полосы на панно ритм 5 слов в видео-мастер-классе. Это тоже техника золочения, но тут она используется не совсем так, как мы сегодня с вами будем работать, она используется с таким эффектом протертого золота. При этом сохраняется блеск и ее выразительность. Вообще, конечно, люблю классическую поталь за то, что она блестит при любых условиях, но если правильно, конечно, с ней работать. Я соглашусь, что этот материал не очень простой в работе на самом деле. И есть с ним определенные нюансы, которые надо учитывать, чтобы поталь не потемнела, не окислилась, чтобы у вас не осталось следов от клея. Поэтому читайте книжку, смотрите мастер-класс «Ритм 5 слов», и тогда вы точно не ошибетесь. Ну и, кстати, на онлайн-курсе по панно Дамаск, кроме фактурного варианта, мы еще будем работать с золочением. Я готовлю для вас там очень интересный такой приемчик. Прям вкусненький такой. Так, я просто накидываю листы потали. Как видите, пока ничего с ними не делаю. Кидаю и все. Главное, чтобы руки были сухие. Ох. Оксидная поталь будет классно смотреться, пишет Татьяна. Тань, наверное, оксидная поталь. Которая уже с окислением, да? Вот не факт. Если вы имеете в виду поталь, которая уже с окисленным рисунком, она, конечно, очень красивая, очень декоративная, но она очень насыщенная по своему рисунку. И, например, я осознанно выбрала однотонную поталь, чтобы не рябило в глазах, потому что у меня предполагается еще много работы с орнаментом. И для такой достаточно насыщенного орнамента хорошо подходит именно такой спокойный, нейтральный фон потали, без дополнительных эффектов. А вот, пожалуй, не буду я больше золота добавлять. Сейчас я беру просто кисточку мягкую, синтетическую, приглаживаю эти листочки. Я их делала где-то внахлёст. Потом излишки мы все уберем. Вот. А вот сюда на переход уже добавлю серебра. Светомила пишет, очень интересно будет смотреться вата для золочения. Опять не соглашусь, Свет. Я люблю этот материал, эту поталь, которая сейчас вот такая. Кто-то ее называет, по-моему, нано-поталь. Я встречала это название. Кто-то называет, вот у нас в магазине она, у нас вот эта вот поталь «Звездная пыль» про арт есть.
Она вот называется «Звездная пыль». Она так же, как и фольга для золочения, она блестит, она, конечно, безумно и очень красиво, но не всегда. Блестит она при определенном преломлении света. А при другом преломлении света она вообще не блестит и теряется. То есть она именно мерцает. Вот не зря ее назвали, например, ProArt звездной пыли. Мне очень кажется такое подходящее название в плане именно эффекта, что она то есть, то нету, то она блестит, то она тает и пропадает. Вот. А здесь в большом интерьерном панно, которое у вас висит, например, в квартире, и там разное освещение может быть, а мы покрываем половину холста этой поталью. И если у нас эта половина при каком-то свете станет глухой дырой, это будет проблема. Она хороша, вот это вот именно звездная пыль, когда она вот мерцает на каких-то как раз небольших фрагментах, акцентах или каких-то участках, которые рассчитаны на игру света. А когда мы используем как фон, то там уже лучше брать классическую, чтобы она блестела всегда. Вот как раз Лена, тетушка Ру, пишет, еще имейте в виду, что она с годами выцветает. Вот, очень ценное от Лены замечание. И я тоже буду иметь это в виду, потому что у меня еще нету работ, проверенных достаточно долгим временем. Вообще, кстати, насчет интерьерных панно. Имейте в виду, что свет – штука вообще опасная. Да? Никогда не вешают картины, особенно дорогие картины, акварели, на свету, потому что ультрафиолет выдерживает далеко не все материалы и техники работы. Поэтому старайтесь вешать свои картины, интерьерные панно при боковом освещении, то есть не в лоб, прямо вот под свет, а чтобы как бы свет был сбоку, освещал работу. Во-первых, это самый выигрышный свет для работы. Во-вторых, это безопасность того, что у вас работа долго сохранит свои цвета, не выгорит. Теперь я начинаю. Более такой жесткой у меня постарее кисточка, но все равно я не беру щетину, потому что я не хочу сильно поцарапать поталь, я хочу, чтобы сохранить ее такой блеск насыщенный. И я начинаю этой кисточкой уже так сильно прижимать поталь, и вот эти вот кусочки лишние, я их смахиваю, и они налипают туда, где есть вот эти вот остатки мазков клея. И получается очень такой тоже интересный переход рваный. Это вот опять-таки вопрос про поталь, например, вот мы сейчас заговорили, да, про поталь и звездную пыль. Это как раз то, с чего я начала нашу встречу, что нету плохих материалов, что и звездная пыль совершенно прекрасный материал, у него масса своих достоинств, и классическая поталь, она остается классической поталью, незаменимой при многих техниках и задумках. Под некоторые задумки, но ничего другого лучше не придумать, чем классическая поталь. И наоборот, для некоторых эффектов идеально именно звездная пыль, а классическая поталь создаст только много мороки, скажем так. Поэтому еще раз говорю, что выбирайте материалы именно под свою задумку, именно под свой проект. И еще совет, читайте обязательно инструкцию. Знаете, не просто так производители пишут всякие тексты на этикеточках. Обращайтесь с вопросами к консультантам в магазинах, в интернет-магазинах. У нас, например, мы в магазине сразу установили виртуальный телефон 8800 для того, чтобы любой человек мог позвонить из любой точки России бесплатно, абсолютно, чтобы задать вопрос. Потому что иногда
у вас есть задумка, но вы сомневаетесь, подойдет этот материал, не подойдет. Вот он вроде недорогой, и вроде хочется его купить, а думаешь, а вдруг не подойдет, и тогда, как говорится, скупой платит дважды, да? Или наоборот, нравится дорогой, а думаешь, а вдруг я зря деньги потрачу? Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Вот звоните, например, нам по телефону, вот этому бесплатному 8 800, и задавайте ваши вопросы, даже если вам консультант или менеджер сразу не ответит, то я, например, всегда на связи в таких ситуациях. Мне, например, Нина говорит, что вот звонили, спрашивали то-то, то-то. Мы с ней обсуждаем, если какой-то сложный индивидуальный вопрос, и обязательно стараемся вам помочь выбрать именно то, что вам нужно. Я думаю, что во всех хороших магазинах, по-моему, вот как раз у Лены, тетушки Ру, они тоже всегда очень подробно консультируют. Если вам в интернет-магазине не оказывают консультацию, как, знаете, мне один раз позвонили, спросили про полимерную глину. Я стала про нее все рассказывать. А девушка говорит, надо же, вы первый магазин, где мне все рассказали. Я звонила в 2 магазина, которые специализируются в полимерной глине, и мне ничего не могли ответить. Если нет потали в крошке, можно серебро листовое применить? Конечно, можно, Елена. Просто отрываете кусочки и применяете. В общем-то, я практически уже все позолотила. Сейчас продают лаки для картин в разных техниках с ультрафиолетовой защитой. Насколько они действенны, если вы с такими сталкивались? Сталкивалась. Поскольку я по образованию художник, то я долгое время писала маслом, акварелью, пастелью. Что еще не забыть? Вот. И да, я пользовалась специальными художественными покрывными лаками, например, для той же масляной живописи. Они были всегда. Сейчас просто появилось больше лаков художественных, например, для акрила, для акриловой живописи. Раньше, например, акрил не был так распространен. Это я вот смотрю, у меня где-то дырочки, и я хочу их закрыть. Поэтому оторвала кусочек и добавляю. Везде, где у меня нанесен клей, у меня поталь будет налипать без проблем. Вот, так вот про эту защиту. В принципе, даже в хороших строительных лаках есть защита от ультрафиолета, мебельных лаков, которые мы там покупаем в Леруа, в Аби. То есть не художественные, а мебельные, там, паркетные лаки. Вот. Но как нету вечного двигателя, так и нету вечного лака. Конечно, то, что в них включены добавки, делает их лучше и, скажем так, более продлевает однозначно жизнь пигментам, красителям, от выцветания однозначно. Но если вы покрытую лаком работу повесите вот прямо напротив в лоб от солнца, то, скажем так, без лака она у вас проживет там месяц, предположим, а с лаком она проживет несколько месяцев. Но все равно через несколько месяцев она выгорит. Солнце – это такой мощный природный выгоратель, что даже дорогие профессиональные материалы не дадут вам, они сработают. То есть ваша работа проживет, но они, понимаете, они рассчитаны на то, что ваша работа прожила 100 лет при боковом освещении, а при освещении в лоб уже вам таких гарантий никто не даст. Не останутся видными границы листов потали? Они остаются, Ольга спрашивает. Вот эта вот фактурность остается. Тут, конечно, зависит от того, как вы эту поталь, ну, скажем так, нанесете. Наносить опять-таки отсылаю книги, что там можно это поподробнее все почитать. Если я сейчас что-то упущу, не скажу, к видео мастер-классам опять-таки делаю отсылку, там тоже все это подробнее. Вот, потому что сейчас я немножечко в таком режиме работы, что я и говорю, и делаю, и думаю, и одновременно могу что-то упустить. Но надо нахлёст накладывать листы, тогда, конечно, вот видите, следы остаются, в общем-то. Но они и здесь есть, сейчас я вам покажу.
остаются не только следы, вот они здесь есть, просто вы их уже плохо видите, потому что здесь много другого добавлено. Но при этом еще проступает фактура холста. И поталь получается не гладкая, а такая вся такая, видите, как немножечко, она блестит, но блеск не теряет, но как будто она пошкрябанная. И этот блеск, он, во-первых, отвлекает от вот этих вот границ. Но вот здесь я просто не внахлёст положила лист, и поэтому у меня прям видна граница. Если вы кладете внахлёст, то у вас границы будут минимальные, практически незаметные. А у меня вот внахлёст не положила, сюда попала серебряная поталь, поэтому клей-то закрылся, но вот такая полосочка получилась. Если будете класть нахлёст, как вот я верхний ряд клала, то только при определенном, скажем так, наклоне вы увидите стыки листов. А если вы сейчас еще пофактурируете поталь, то эти стыки станут практически невозможными. Ой, то есть незаметными. Так, теперь мне надо защитить поталь. Еще один важный момент работы с поталью – это то, что она требует защиты, потому что это не красители, как в случае с нано, там, поталью или звездной пылью, а это сплав металлический. Поэтому, чтобы этот металлический сплав не потемнел, не потускнел, не почернел, его надо защитить специальным лаком. Шелак или лак для золочения. Вот у меня такой шелак. Шелак очень вкусно пахнет. Вообще шелак классная штука. На самом деле. Он много что может, скажу вам по секрету. И я также наношу, шелак имеет оттенок желтоватый, но мне это не страшно. Я также наношу шелак на серебряную поталь. Он чуть-чуть придаст ей такой легкий золотистый винтажный оттенок. Она не станет даже желтой, она станет такой, как будто немножко состаренной. Вот, все. Покрыла шелаком. Все делаю губочками. Так. Спиртовой лак сохнет достаточно быстро. Он что-то у меня заполосил. Мутный, что ли, какой-то. Или еще не досох. Сейчас, я надеюсь, досохнет. Я смотрю, вы обсуждаете солнце как природный испытатель и уничтожитель. Так, ну а дальше мы с вами, собственно говоря, будем работать уже вот опять с узорами. Вот с этим узором. И где мой фоновый? И вот фоновый узор. Сначала я поработаю с фоном. Сейчас, еще не высохло. Сейчас высохнет. Давайте пока сохнет, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Еще раз вот вам покажу, как выглядит поталь, например, в ритме пятен и слов. Здесь она немножечко более фактурная. Но здесь поталь, она не просто как техника золочения использует. Здесь она еще идет с техниками протирания в сочетании, патинирования. И здесь внизу, на самом деле, делается фактурная поверхность. И тоже идет большая работа с фоновыми трафаретами рельефными. Вот. Видео-мастер-классы, они отличаются от онлайн-мастер-классов тем, что там весь процесс уже снят в очень высоком качестве. Это профессиональная съемка, профессиональный монтаж с крупными планами. Они рассчитаны на самостоятельную работу. То есть они под ключ. Там все очень подробно, все очень крупно, с комментариями, со списком материалов на слайде в начале, объемные. И они сразу как бы включают ответы на все вопросы. Вот, поэтому это как раз для самостоятельной работы вы получаете
видеофайлы для сохранения у себя на компьютере, скачиваете, сохраняете у себя на компьютере, на планшете, смотрите, когда хотите, где хотите, и самостоятельно работаете. Онлайн-мастер-классы – это небольшие видеоуроки, это материалы разбиты на небольшие уроки, и они предполагают поддержку в группе. То есть каждому видеоуроку я пишу обязательно пояснение и комментарии в рабочей группе, создается рабочая группа, закрытая для участников, где мы как раз индивидуально решаем все подходы, как выбрать там цвета, как составить композицию. Вы можете свои рабочие процессы любые выкладывать, мы все вместе обсуждаем и двигаемся так постепенно, шаг за шагом, с поддержкой. Вот. И там уже нету какого-то профессионального монтажа, но там есть очень и крупных планов. То есть там, там все хорошо, видеоматериал отснят в хорошем качестве, но там идет упор на именно, что я с вами работаю в группе и оказываю вам поддержку. Записи не рассылаются, работа вся идет непосредственно в группе. Это важный момент, девочки. Мы ушли от рассылки записей, потому что именно в онлайн-курсах, если вам нужны файлы, лучше всего тогда покупайте видео мастер-классы, они под ключ. Если вы хотите онлайн, то в онлайнах важна работа в закрытой группе. Поэтому все видео, уроки, все комментарии, все посты выкладываются в закрытой группе, чтобы я была с вами на связи, чтобы я вам помогала, поддерживала. И вы можете там эти видеозаписи смотреть бесконечное количество раз. Сколько вам надо, столько вы их и смотрите. Их не надо скачивать, еще один плюс, возможно, для кого-то, потому что многие говорят, что куда я там скачаю, у меня весь диск забит. Тут не надо ничего скачивать, нужен только интернет. Вы заходите и смотрите записи, и группа работает, мы специально ее сделали. Раньше она у нас была короткий срок работала, сейчас мы продлили срок работы группы на целый год. Так условно, может, даже он больше, чем год будет доступ, но год у вас железно есть на то, чтобы... год такой срок, что если вам интересно и надо, вы обязательно сделаете. Если вам не интересно, не надо, то тогда просто подумайте, зачем вам тратить деньги. Вот. Наташа, а что лучше, шеллак или молочко для защиты по талии? Вообще, я не видела молочка для защиты по талии. Есть лак для защиты по талии. Шеллак – это лак на основе шелачной смолы, имеет от золотистого до темно-коричневого оттенка. А лак для защиты по талии, он может быть белого цвета. Я увидела у Кройля серия, вот это art-деко для золочения, у них там он белого цвета. Но он, когда высыхает, то становится прозрачным. Это лаки, они не желтят. То есть если вам, допустим, в какой-то работе не нужен, чтобы даже чуть-чуть золотистого было от шелака, тогда выбираете лак. И еще эти лаки, они дают чуть более толстую пленку, не боятся воды. Шелак боится воды, имейте в виду. И эти лаки, они больше защитную именно функцию, например, от царапин дают золочение. А вообще, еще раз говорю, что в первой главе моей книги обязательно почитайте, очень много про золочение. Вот, высохло. Пока высохло, пропали все эти разводы от лака. Они были просто от того, что лак сырой. Сейчас вот все опять золотистое и красивое. Лак высох, и я продолжаю работать. Во-первых, я продолжу узор на кусок с поталью, на фон с поталью, чтобы объединить нижний и верхний фрагмент. И сделаю это по диагонали, Наталья. То есть по окончании курса тоже записи не будет, как раньше. Группа же когда-то закроется, а так всегда можно открыть и посмотреть что-то, если забылось. На год сохраняется у вас доступ в группу, и это гораздо лучше, чем записи, Наталья. Это даже было сделано, в общем-то, по нашему уже опыту работы или фактически по просьбам участников онлайнов, потому что мы раньше рассылали записи, что, кстати, достаточно тяжело, потому что они все вручную рассылаются, и закрывали группу. И участники онлайнов, наоборот, писали о том, что в группе же, понимаете, запись – это не видео-мастер-класс, где все разжевано, крупными планами показано и комментариями написано. Это кусок, качественно снятый кусок процесса работы. Он требует комментариев, он требует моей поддержки. Я там, например,
в этой записи могу ссылаться, что вы там найдете дополнительную информацию или какие-то картинки по теме в группе. Поэтому запись без группы, она бесполезна. Вот, а в группе как раз, имея вот этот доступ, год – это очень большой промежуток, даже если вы, вот, учитывая все форс-мажоры, отпуски, болезни, то есть, ну, за год, я говорю, если вы не найдете за год время, чтобы сделать, то вряд ли вы когда-нибудь вообще сделаете эту работу. А по поводу того, что забылось что-то, то я всегда на связи. И у меня даже бывает, иногда девочки приходят на следующий курс и спрашивают что-то по предыдущему, что забылось. И если какие-то супер индивидуальные особенности, мы тоже всегда идем навстречу, решаем все какие-то проблемы. Так что, ну, это единичный как бы случай. А в целом, как вот мы пришли к выводу, что именно доступ к видеоматериалам, ко всем комментариям, к работам участников, чтобы посмотреть, кто что сделал, потому что там масса идей генерируется, настолько, вот, ну, я говорю, я стараюсь поддерживать индивидуальный подход, поэтому масса идей генерируется, участники делятся какими-то своими находками, комментируют работы друг друга, и даже если вы по каким-то причинам пропустили вот активный период работы группы, то именно то, что у вас есть доступ в эту группу, вы можете зайти и практически получить обратную связь, найдя свои ответы на вопросы вот по другим работам. Это очень хорошо. Так, на Поталь хорошо ляжет. А мне не надо, Ольга спрашивает, а мне не надо, чтобы оно хорошо прям легло. Мне надо, чтобы оно легло прозрачненько. Поэтому, и, кстати, ляжет без проблем. И я совместила вот здесь вот узор с нижним. И начинаю продолжать, наношу вот так вот как раз дымчато, полупрозрачно. Я не хочу плотного нанесения, хочу, чтобы он вот так вот, то ли он есть, то ли его нету, чтобы он таким был тающим. И тоже использую два оттенка, синий и вот этот вот фиолетовый. Еще я вам что хотела сказать про онлайн-курсы. Вот видео-мастер-класс, он так снят. Вот все видео-мастер-классы, которые сегодня для вашего внимания представлены, это как дорогое коллекционное издание. Мне за них, ну, они будут актуальны, они, ну, как бы, скажем так, и через несколько лет. Это как книга, которую можно поставить на полку. Это действительно та запись, которую стоит скачать и иметь там у себя в библиотеке. Онлайн-курс, его ценность именно в работе со мной. Не в просмотре, а именно в том, чтобы со мной работать, чтобы мне задавать вопросы, чтобы вдохновляться одногруппниками, чтобы читать, чтобы именно работать. Я хочу, чтобы ко мне на курсы приходили, на онлайн-курсы. Я очень много трачу времени на эти онлайн-курсы. Несмотря на всю символическую, на мой взгляд, стоимость, у вас, конечно, может быть свое мнение на этот счет, но я каждый день, независимо от того, там, что у меня мастер-класс в студии, что у меня куча работы, что у меня проекты, я все равно должна зайти, посмотреть, погрузиться в вашу ситуацию, понять там ваш вопрос, найти как бы на него ответ, да. Вот, например, на меня сейчас идет курс «Застывшая музыка». И участники там выкладывают там один вариант, второй вариант, третий вариант раскладки. Мы обсуждаем, что вот этот вот, да, хороший, вот этот вот здесь можно это поменять. Он еще раз там, допустим, фотографирует. Я говорю, да, вот здесь вот еще. То есть это настолько активный процесс, и настолько он от меня требует затрат, при том, что я должна не забывать, да, зайти. Потом у нас еще проходит прямой эфир, тоже закрытый вебинар, где я стараюсь разобрать. Я на своих онлайнах всем даю обратную связь. У меня нету такого формата, что с поддержкой и без поддержки, или что работу проверяет какой-то мой помощник. Я все делаю сама. Поэтому мне, честно говоря, хочется, чтобы ко мне на курсы приходили те, кому надо, кто хочет работать. Потому что знаете, как обидно, когда ты
столько в это вложил труда и душевных сил, вот, в группе, допустим, висят какие-то люди, которые, ну, может быть, они как раз купили для того, чтобы посмотреть и забыть, грубо говоря. Вот. И ни работ, ни комментариев. И сразу возникает вопрос, а зачем, а кому это надо? Понимаете, мне важно не продать вам эту запись, этот онлайн. Мне важно, чтобы вы со мной сделали эту работу и получили отличный результат. Без результата я считаю свое обучение впустую, понимаете? Поэтому идите ко мне за результатом, пожалуйста. Так, вот у меня получился такой переход. Я могу еще немножко вот здесь вот, мне хочется добавить. Так, надо только правильно совместить. Вот. Совмещайте трафарет. Иногда вот фоновые трафареты, там бывает, что они вот прям не тютелька в тютельку. То есть надо еще найти тот элемент, который совместится. Альбина пишет, это правда. Я, купив МК «Застывшая музыка», работу стала делать спустя полгода. И консультироваться мне уже надо было с Натальей. Это очень важно вовремя покупать МК и вовремя их делать. Вот как раз Альбина говорит, что, допустим, через полгода она начала делать. И то, что у нас группа закрылась через 3 месяца, это очень такой обидный был для нее факт. Поэтому мы как раз вот сейчас вот сделали год, чтобы была по-прежнему возможность погрузиться в этот процесс, даже если вы не смогли это сделать вовремя. Ну, кстати, можно будет подумать, мы всегда прислушиваемся, в принципе. Мы прислушиваемся к себе, мы прислушиваемся к вашим пожеланиям и стараемся всегда совершенствовать формат обучения. Поэтому ваша обратная связь тоже важна. Я вот, например, иногда думаю, потому что я в последнее время стала иногда письма такие получать от участников прошедших уже курсов, которые уже вроде и прошли, и многие даже работу сделали. Когда начинается повторный набор на курс, от них приходит вопрос типа, а вот я вроде уже была, но вот еще хочу. Сначала я удивлялась, потому что я думаю, ну зачем? Потом я подумала, ну может быть человек хочет вдохновения, может быть им настолько понравилось. Или вот, ну раньше у нас группы рано закрывались, да, ему нужна поддержка. Сейчас, правда, группы будут год работать, и может быть это уже будет не актуально, но вот мне интересно ваше мнение, что может быть стоит делать при повторных наборах какие-то предложения, ну по какой-то там, я не знаю, полцены для тех, кто хочет просто повторить этот замечательный процесс для себя, ну, в каких-то своих целях, потому что вот стала получать такие письма. Вот интересно. Или вы считаете, что, например, год, ну, это более чем достаточно, и повторно идти на курсы совершенно неинтересно, скажем так, ни за какую стоимость. Так, Серафим пишет, Наташа, спасибо вам и всем участникам группы «Застывшая музыка». Так приятно чувствовать и получать вашу поддержку. Серафима, я уже сегодня с утра посмотрела как раз ваши раскладки. Единственное, что я там написала, что выкладывайте лучше в альбом, потому что когда это вот в простыне вопросов, я не смогла прокомментировать каждый ваш вариант. Если вы его выкладываете, я прокомментировала тот, который у вас самый удачный. Прям вот мне кажется, что надо брать его. А так вы выкладываете в альбом, и я прям каждый ваш вариант тогда смогу прокомментировать и что-то по нему написать. Лариса пишет, я бы хотела пройти повторно пару курсов. Угу. Так, ну вот, уже какая-то обратная связь. Ну тогда я подумаю на эту тему. Раз это может быть кому-то интересно и актуально, тогда буду думать. Маша пишет, как показывает мой опыт, что если работу не сделать сразу, то потом не наступит никогда. Вот, ну, я с этим тоже согласна. Но я, например, могу понять, я говорю, могу понять просто тех, кто, допустим, раньше участвовал в онлайнах, потому что группы-то все закрылись, они закрывались через 3 месяца, действительно. Ну, правда, у людей остались записи. Но вот видите, опять-таки от Ларисы мы видим, что записи недостаточно по онлайну. Нужна поддержка, понимаете? Вот, поэтому
может быть, вот в этом случае повторный проход курса имеет какой-то интерес. Или когда человек просто, скажем так, соскучился. Не исключаю такого варианта. Смотрите, главный элемент я располагаю на пересечении 1/3. Как вы там, еще живы? А у меня нет, я потом по видео делаю. А чего нет? А, нет потребности, наверное. Отлично. Ну нет, пишите, пишите. Мне важно знать, потому что если я буду видеть, что действительно многим это надо, то я буду думать. Если кажется, что нет, что в основном как бы все устраивает, то я и думать не буду. Все же сделать работы, пишет Лариса, поэтому хочу повторно. Ну, могут быть, конечно, обстоятельства, Лариса, я, в принципе, теоретически вас могу понять. Я уже просто думаю давно над этим вопросом, и как раз, ну, задумалась благодаря этим вопросам. Так, смотрите, я взяла серебряную пасту. Это структурная паста. Ну, тоже вот у меня это Соло Гоя, немецкая паста. Вот Таня, наверное, знает этого производителя. Тоже из нашего магазина я ее взяла. Гранитное серебро. Она серебряная с такими небольшими вкраплениями. Ну, вам, наверное, на камеру не видно, на веб-камеру. Такими как точечками. И она дает очень интересную, красивую фактуру. И для того, чтобы мой рисунок играл, я не только эту пасту взяла, и я его делаю рельефным. То есть я делаю контраст между гладкой поверхностью и рельефным узором. У меня не только контраст золота и матового цвета, но еще и будет контраст по рельефу, по плоской поверхности рельефной. Покупала онлайн-курс Натальи Жуковой, полный восторг. Наталья делится с нами не только знаниями и опытом, она на протяжении всего курса вдохновляла нас, была внимательна каждому и бесконечно тактична. Мы занимались не ремеслом, а прям творчеством. Ой, Елена, как приятно получать такие отзывы. Я 2 года назад проходила МК, пишет Гульнара, сделала даже работу, но неудачно. Есть запись, но уже сложно. Вот видите, по онлайнам записи, они не универсальны, поэтому на год группа хорошо, это пишет Гульнара. Вот, Гульнара, вот как прям вот меня укрепили в правильности этого действия. Я рада, что теперь онлайн-формат стал еще лучше и еще удобнее для наших участников. Так, чтобы еще интереснее был узор, я немножко эту пасту подкрашиваю в цвет. Я взяла цвет, который похож вот на этот вот сиреневый, но чуть посветлее, чтобы рисунок отличался. Ольга пишет, я думаю, что покупатель имеет право пользоваться записью МК в любое для него удобное время, не ограничивая доступ временными рамками. Ольга, но покупатель имеет право делать то, что он покупает, что описано в товаре. Поэтому мы всегда максимально предоставляем покупателю информацию о товаре. И мы пишем там, что вы получаете видеофайл, если вы покупаете видеомастер-класс. Или вот сейчас у нас поменялись, да, по онлайнным условиям, мы пишем обязательно, что записи не рассылаются, что работа ведется в закрытой группе. То есть внимательно просто читайте описание товара перед тем, как купить. Если вы купили, я не знаю, там, макароны, на которых написано, что они из мягких сортов пшеницы, просто не прочитав, а вам нужны было из твердых. Вы же не пойдете говорить, что заберите ваши, как бы там, я хотела твердый и так далее. То есть читайте просто, что написано в описании. Если вам это подходит, то прекрасно, я буду рада вас видеть на курсе. Если вам не подходит, то опять-таки не тратьте деньги. Если у вас на этот счет особое свое мнение, вы хотите, как бы, чтобы мы его учли, то просто напишите нам письмо с вашим мнением. Мы собираем такие мнения. Если таких мнений становится много, то мы начинаем что-то менять. Пока мы сделали изменения, как раз опираясь на опыт наш и опыт наших учеников, их просьбы. И поэтому вот эти два онлайна, голубая гортензия и панно Дамаск, они будут проходить именно в таком формате. Работа в закрытой группе с моей поддержкой в течение, ну, по Дамаску там получается 1,5 месяца практически поддержки. Вот, потому что это большой курс. Поддержка – это когда я практически каждый день, кроме выходных.
захожу, смотрю, комментирую и на связи. Вот. И для того, чтобы было еще интереснее, я эту пасту смешиваю еще и с синей краской. Добавляю оттенков. Вот, и по этим онлайнам у вас будет доступ в группу, как я уже сказала, год, но записи рассылаться не будут. Обратите на это внимание. Я вас честно совершенно об этом предупреждаю. Я говорю, что я хочу, чтобы вы получили результат. Я сделаю для этого все возможное со своей стороны. Я не хочу, чтобы у вас это осело на дне компьютера где-то, и чтобы вы открыли через год и написали мне: а у меня вот запись, а вы говорите, что там какие-то картинки или какие-то вы там ссылки давали, или про какие-то материалы писали, а где мне теперь это взять, скажете вы. Понимаете? Получается, что я вам продала? То, что вы не сможете ничего сделать по этим записям, вот и все. А мне это не интересно. Я хочу, чтобы вы сделали, чтобы вы получили удовольствие от процесса. Ведь лучше всего усваивается та информация, которую вы проработали. И девочки настолько творчески прорабатывают информацию, что у них получаются даже вот, по моим мастер-классам творческие самостоятельные работы. Это прекрасно. А то, что, скажем так, забылось, даже если вы сделали работу, то, скорее всего, не ваше, понимаете? Вот как вы считаете, какая цель онлайн-обучения, или вообще прохождения мастер-класса? Научиться делать копию? Я считаю, нет. Вот, кстати, напишите в чате, что вы по этому поводу думаете. Для чего вы ходите на обучение? Вот. А чтобы научиться технике, попробовать ее, почувствовать, попробовать материал, увидеть, что с ним можно делать. Вот я считаю, что для этого надо идти на обучение. И для этого нужна именно работа в закрытой группе. Скажите, а те, кто с Украины, получится работать в закрытой группе? Вы знаете, вот у меня сейчас на застывшей музыке Юра с Украины и еще одна девочка с Украины работают. В крайнем случае через прокси. Да, сейчас там браузеры есть, в которых есть функция прокси. Спокойно заходит на любые сайты из российских. Это вот технический наш специалист помогает, что вы можете просто позвонить нам, и он подскажет, как. В общем, уже научились решать эту проблему, как заходить. И главное, чтобы у вас был аккаунт ВКонтакте. Опять-таки, если у наших учеников возникают какие-то проблемы индивидуального характера, мы всегда находим способ их решить, чтобы человек получил результат. Я участвовала в большом количестве МК, и все помнить невозможно. Буду делать тогда конспекты, пишет Ирина. Кстати, это тоже вариант, старый проверенный вариант. Я, между прочим, до сих пор, когда читаю какие-то интересные для себя книги, или смотрю какие-то там видео или даже вебинары, я обязательно веду конспект. Я себе фиксирую то, что мне важно, то, что меня зацепило, то, что меня вызвало какую-то идею. Конспект – это очень здорово. И конспект вам может как раз действительно помочь. Вы в нем зафиксируете то, что действительно именно вам важно. Поэтому, Ирина, это вариант отличный. Плюс я говорю, что я сама тоже, я люблю ходить на мастер-классы. Меня это вдохновляет, заряжает, мне это будет фантазию, вот, особенно к интересным мастерам со своим стилем, со своим видением. Вот понимаете, что важно? Вот пришли вы к мастеру, у него свой стиль, свое видение. Важно попробовать с ним поработать, пообщаться, взять, принять у него опыт и запомнить то, что ваше. Понимаете, вам не надо все запоминать. Вам надо попробовать и запомнить то, что ваше. И тогда у вас в процессе этого обучения сформируется тот самый индивидуальный стиль, который мы все ищем. Если вы просто будете копировать бездумно, тогда да, тогда больше вероятности, что вы забудете, как вы это делали. И более того, это вас не продвинет в мастерстве.
в мастерстве именно таком, вернее, как это, нет, в мастерстве, наверное, продвинет, потому что даже при копировании и первые работы всегда можно не бояться копировать, чтобы освоить технику, потому что как раз механическим навыкам и мастерству это учит. А вот как бы художественному развитию это не помогает. То есть, чтобы вот стать самобытным автором, найти свой стиль, выработать, как это понять, найти свои любимые техники, тут нужен более такой вот творческий подход, и как раз это обеспечивает индивидуальный подход, который я стараюсь осуществлять на своих онлайнах. Когда человек берет другие материалы, не те, которые я показываю, берет другую идею, другие цвета, и мы с ним индивидуально на его опыте все это проходим вместе. И тогда как раз он запоминает, вот то, что прям в нем отозвалось, он запоминает намертво. Ну, или конспектирует, как вариант тоже, почему нет. На 100% стараюсь не повторять работы мастеров. Ну, это просто вам же будет лучше. Но иногда это мешает. Как бы, понимаете, тут тоже в этом подходе надо искать золотую середину и гармонию. Если вы уже что-то умеете, это очень правильный подход. И я прям вот двумя руками за. Не копируйте, всегда старайтесь даже на мастер-классе проявить какое-то что-то индивидуальное, какой-то взгляд. Увидеть как бы эту работу по-своему процесс. Но если вы новичок и ни разу ничего такого не делали, то не бойтесь повторить, грубо говоря, тупо за мастером первый раз. Да, это не будет самостоятельной там работой, как бы, да, это будет чисто работа по мастер-классу, это будет такой как бы копии, в лучшем случае гениальный. Но это вас освободит от того, что вы не будете параллельно с тем, вот вы не знаете ничего, вам надо технику осваивать, надо материал изучать, и вы не можете одновременно материал изучать с техникой и генерировать собственные идеи без опыта. Поэтому в таком случае лучше первую работу сделать спокойно, повтор, а вторую уже генерировать. И как раз год в закрытой группе вы сможете и первую сделать, и вторую, и третью, и поработать со мной в разных ипостасях, и получить еще отклик одногруппников. И успеете видеоурок скопировать. Да. Для личного пользования. Да, вот, кстати, Жанна тоже правильно пишет, что это ваш выбор. Хотите, покупайте видео-МК и скачивайте себе запись. Хотите работать, покупайте онлайн. Хотите даром, смотрите вебинары. Очень вот Жанна правильно написала. Мы стараемся, чтобы у вас был выбор. Вот, смотрите, я сделала орнамент. Чуть у меня уже голос садится. Света пишет, новички хотят повторить, только с целью научиться и не более. Свет, так я же не против, что я же как раз сказала, что для того, чтобы научиться, надо повторять. Невозможно учиться и генерировать собственные идеи. Если есть опыт, то можно совмещать и то, и другое. Если опыта нету, надо первую работу просто повторить. И это нормальный учебный процесс. Я как раз про это ничего не говорю, никаких претензий не высказываю. И, как правило, в общем-то, у меня все ученики, они тоже как бы все адекватные. Если они делают работу по моему мастер-классу, они обычно так и пишут, что работа там по мастер-классу Натальи Жуковой. И то есть у нас никаких взаимных претензий не существует друг к другу абсолютно. Изучая только новые техники, за многие годы работы в декупаже повторила только пару работ. Новичкам, да, надо что-то повторить, чтобы закрепить навыки, но в своей интерпретации. Ну вот видите, вы сами это все знаете, понимаете. Я рада, что мы с вами, в общем-то, в этом согласны. Смотрите, дальше надо высушить этот узор, потому что сейчас, допустим, у меня уже есть центр. Конечно, можно там продолжить этот узор, но тогда будет слишком явная диагональ. Я этого не хочу. Вот.
Но все равно сейчас пока работа немножечко разваливается как бы на две части, несмотря на то, что главные рельефные элементы у меня пересекают эту границу. Вот эта вот часть более насыщенная получается, центральная, и эти две части более свободные. Все хорошо, но чуть больше связки, поэтому я сейчас высушу вот эту пасту, чтобы ее не размазать, и немножко продлю, как я здесь продлила цвет фона, да, на цвет патали, так я вниз продлю немножко цвет патали с помощью фонового узора. Серафима, Наташа, извините, а обязательно крупный фрагмент делать с добавлением серой краской. Я поняла, что это похоже на грубую пасту или можно и шпатлевку подкрашивать. Это серебряная паста. Она серая, пока не высохла. Когда она высохнет, она станет такого очень интересного цвета старого серебра. И да, она дает фактуру. Вот сейчас покажу. Вот видите, она блестит. Она такая, она как темное серебро, как старое серебро, но она с серебряным отливом, эта паста. А с краской я ее смешивала, чтобы это серебро стало где-то с фиолетовым оттенком, где-то с синим. Но сам узор, он как бы немножко переливается, блестит так же, как паталь. Ну, паталь сильнее, конечно, блестит. Вот здесь вот, сейчас. Вот видно, видите, нижний узор. Она блестящая, она поблескивает, как старое серебро, эта паста. И она еще дает интересную фактуру, такую немножечко зернистую. Но вы можете использовать и другую какую-то пасту. Вот, кстати, в ритме пятен и слов можно попросить замочить трафарет. Там я использую не пасты, а гели. Это тоже очень интересный прием. С ними тоже можно всякие такие узорные элементы интересно обыгрывать и делать. Ну, вот сейчас мне надо немножечко посушить. Мы такую с вами животрепещущую тему, я смотрю, затронули. Столько комментариев, что я даже не успеваю читать. Наталья, если в обычную серебряную пасту добавить краску, это даст похожий эффект? В обычную серебряную пасту добавить краску. Рельефная серебряная паста, да, она просто будет у вас, может быть, там без зернистой фактуры. Но здесь тоже она не очень сильная зернистая фактура, такая легенькая очень. Вот, конечно, даст. Можно взять серебряную краску и в нее добавить сухую шпатлевку, чтобы загустить и сделать из нее серебряную пасту, как вариант замены. Я использую эту пасту, потому что мне очень нравится и фактура, и цвет, и мне хотелось, поскольку у меня много вот этого блеска в работе, мне хотелось, чтобы узор, он же у меня переходит сюда вот вниз, чтобы внизу тоже были отголоски вот этого блеска, поэтому я взяла именно серебряную пасту. Можно, кстати, и золотую было взять пасту, как вариант. Не серебряную, а золотую тоже. Потому что есть такая же вот золото-бриллиант паста. Она так очень красиво тоже искрится. Сейчас у меня на одной работе, тут где-то работа была. Ну, куда она делась? Не видел работы с девушкой. Миша. Работа с девушкой. Ну, которая вот... Сейчас найду, если работу, я вам покажу, как золотая выглядит. Кстати, с позолотой, с интересными эффектами позолоты мы также работаем на онлайне по голубой гортензии. Пока у меня паста сохнет, покажу вам. А вот видите, здесь мы используем интересный такой как бы... На улице сушилась. Господи, хорошо, мы принес момент. Оставила работу сушиться на улице, могли бы и унести. Сейчас. Вот, здесь тоже как раз работа с паталью, здесь еще штампинг с помощью золочения техника. И очень интересный тоже эффект рельефа, рельефной проработки декупажа. В основе вот этой гортензии декупаж, поэтому здесь вот очень интересное совмещение декупажа. И при этом как бы работы такие получаются очень стильные, в монохроме практически. Может быть любой оттенок цветовой, но такой вот как бы сближенный. Очень они
интересно, благородно смотрится. Там и рельеф мы прорабатываем, и золочение есть, и многослойный фон с фактурами тоже, и трафаретами. Прям очень нравится ваша работа, фактуры, переливы. Показывали аж до мурашек. Спасибо, Юлия. Елена пишет, я очень горевала от того, что в процессе онлайн-курса Микс-медиа делали не ту рамку, которая была заявлена в предложении. Но когда в конце получила свою красивую рамку, была удивлена своей работой и удовлетворена онлайн-курсом. Елена, спасибо за такой вот интересный отзыв как раз. Но я иногда осознанно, специально ухожу сама, да, даже в своих уроках от изначального образца. Вот сегодня тоже на вебинаре, да, я не взяла четкий повтор, там, черный цвет. Я же вам все равно говорю, что вот выкрасите в черный, получите вот тот вариант с серебряной по талии, да. Я всегда просто стараюсь вам дать как можно больше вариантов и сподвигнуть вас еще и на поиск собственного, чтобы вы могли не точно такую же работу, как у меня сделать, а чтобы вы могли любую работу в этой технике сделать. Вот, смотрите, золотая вот эта паста. Вот. Вот здесь в этой работе я ее использовала. Видите, она как блестит тоже, переливается красиво. Бриллиантовое золото называется. Вот, поэтому можно было вот эту пасту здесь применить, в принципе. Но что-то я вот решила серебро. Хотя вот сейчас думаю, что и золото было бы тоже хорошо. Вот, я вам сегодня... Я просто сейчас хоть чуть-чуть подсушу. Мне нужно как бы минута другая. Вот, я вот, правда, не знаю, чем заполнить эту минуту. Ну, задавайте вопросы. Пока я буду сушить, я их прочитаю. Вопросов, судя по всему, у вас нету, да? Что-то я мы говорили про звездную пыль, пока вот у меня подсыхает. Вот смотрите, вот в этой работе как раз вот тут кое-где использована звездная пыль поталь. Но она настолько, вот она вот кое-где на цветах бликует. Ее вот даже на экран, ну я тут, правда, совсем чуть-чуть добавляла. Ее даже на экран вот этого блеска, ну вот чуть-чуть она мерцает. Я вот кручу, она мерцает на кружеве вот на этом. Вот так, чуть-чуть поблескивает. Вот. Вот здесь вот она вот чуть-чуть вот поблескивает. Наталья, у вас получается морское настроение. Планируете ли повторять курс «Летний мотив»? Про морское настроение, Марина, согласна. Наверное, это способствует лето. И вообще я люблю, конечно, море. И море для меня – это релакс и восстановление сил. А золотая паста, что вы сейчас показывали, какой фирмы? Эта паста называется структурная паста «Бриллиант золото», Соло Гоя, немецкого производства. Вот, ее тоже как раз можно в нашем магазине приобрести. И от нашего магазина будет еще подарок. Помните? В конце нашей встречи я его вам озвучу. Наталья, осенью вы планируете проводить онлайн-курс? Не успеваю на август-сентябрь. Нин, вот просто такие большие курсы, как Дамаск, я, наверное, ну, скорее всего, до Нового года повторяться он не будет, потому что там только поддержка идет до октября. Вот, поэтому там его смысла нету, то есть он будет большой, смысла его так быстро повторять нету. Поэтому если я его и буду повторять, то уже после Нового года, это, наверное, весна, не раньше, вот, скорее всего.
На осень я еще готовлю курс по энкаустике, это отдельная большая тема, поэтому меня уже на повтор не хватит. Про летний мотив меня спрашивали. Да, летний мотив, очень люблю этот курс. Такие сказочные работы участников получаются. Меня все время это очень вдохновляет, поэтому летний мотив хочу повторять. Вот, ну, может быть, чуть-чуть вот время пройдет, потому что я не могу вести одновременно несколько курсов. Как я уже сказала, на онлайн-курсах я очень как бы сильно вовлечена в процесс. Даже в повторные курсы я все равно всегда, во-первых, при повторных наборах все время добавляю какую-то свежую информацию. Очень часто делаю параллельно работу, ну, какую-то новую с участниками для вдохновения. И потом онлайн – это живой процесс, новые люди, новые вопросы, новый взгляд. И поэтому параллельно несколько онлайнов вести у меня не получается физически. Поэтому повторы случаются, но, может быть, не так часто. Все-таки год доступа в группу, он позволяет, ну, скажем так, даже если в августе не удается поработать, начать в сентябре, в октябре. То есть это все реально, потому что сохраняется полностью вот весь объем информации и доступ для работы. Наталья, если большие дамасские узоры сделать коричнево-белым, хорошо будет или уже задумка другая будет? Под паталь-то коричнево-белые? Ну нет, я бы все-таки здесь, не забывайте о целостности композиции. У нас здесь много блеска, много золота. Его обязательно надо поддерживать. Поэтому, ну, такие, скажем так, состаренные бы дамаск коричнево-белые, я боюсь, что они бы вступили бы в диссонанс, и композиция скорее бы разрушилась. Кстати, о композиции. Очень много полезной информации о композиции в видеокурсе. Он курс, потому что там первая часть посвящена разбору именно композиционного построения работ. Вот в этом курсе там очень много по композиции. И если вам вот нужно больше потренироваться в построении различных композиций, горизонтальных, вертикальных, там, по диагонали, то вот в этом курсе там первая часть как раз про основные законы композиции. Наталья, какое видео МК купить, чтобы познать технику из онлайн-курса «Голубая гортензия и дамаск»? Хочу воспользоваться правом выбора. Так, голубая гортензия у нас содержит работу с рельефом, золочение и многослойный фон. Наверное, самое как бы, ну, вот, похожее по техникам это ритм пятен и слов, потому что там тоже идет работа с золочением, кстати, в очень похожей технике. Ну, там штампинга только нету с золочением, но, в принципе, если... Я стараюсь делать очень разнообразные курсы, и они пересекаются в чем-то, но не один в один, вот что я хочу сказать. Вот, поэтому техника золочения может быть во многих курсах, но немножко с разных сторон. Но в ритме пятен и слов там достаточно интересная работа с техникой золочения, и как раз там вот по самому проработке фона она очень перекликается с гортензией. Поэтому как альтернативу могу вам рекомендовать именно этот курс «Ритм пятен и слов». И объем тут тоже есть, с гелями, кстати, с пастами. А дамаск, вот дамаск, Анита, наверное, я вам сейчас как альтернативу в видеоформате ничего предложить не смогу. Потому что эти техники фактурные, они достаточно новые, а я давно видео мастер-классов, вот именно видео, не снимала, потому что это достаточно такой затратный процесс. И учитывая, что у меня сейчас активно идут онлайн, у меня просто даже времени не было. И дамаск, он вообще новый, он вот только зимой меня стали просить, я только весной провела его в живом формате, и мы с девочкой, ну, вот как бы, скажем так, отработала его до конца в плане именно методической подачи. Тут же, понимаете, важно не только еще сделать самому работу, надо же еще понять, как ее до вас донести, так, чтобы у вас тоже все получилось не хуже, понимаете, ключевой момент. Вот, поэтому дамаск, он пока такой свежий, новый, и он пока вот только либо в живом формате, либо в онлайн-курсе. Но в живом формате он вот сейчас тоже в студии пока повторяться не планируется, потому что сейчас будет идти онлайн,
И на осень там у меня будет много курсов живых, таких углубленных, серьезных по микс-медиа, поэтому пока Дамаск будет только в онлайн-формате вот в ближайшее время. Но, Анита, я учту ваши пожелания на будущее. Может быть, я как следующий этап смогу его снять в видеоформате. Слова в ритме пятен слов – это трафарет. Да, это трафарет, но там, кстати, можно использовать разные трафареты. Там тоже все я подробно о вариантах замены тоже упоминаю. Но, кстати, большинство трафаретов, которые я использую в своих проектах, они все есть в ассортименте нашего магазина. Мы специально создали этот магазин, как раз тоже отвечая на вопросы, а где купить такой, как у вас, клей, где взять такую пасту, где взять такой трафарет. Мы поняли, что процесс поиска достаточно кропотливый для многих, потому что что-то в одном месте, что-то в другом. Поэтому в своем магазине мы стали собирать все эти материалы. О, подсох почти. Сейчас еще чуть-чуть. Стали собирать все эти материалы в одно место. И даже для онлайн-курсов мы делаем специальные наборы, чтобы вам можно было как можно легче найти все то, что использую, например, я. Не так давно познакомилась с вашими работами, посмотрела в Pinterest множество мастер-классов и ваших работ. Настолько вдохновилась вашим мастерством и заразилась вашей жизнерадостностью, что хочу самостоятельно начать изучать основы живописи. Считаю, что учиться никогда не поздно. Спасибо вам за вдохновение. Наталья, вы волшебница. Ой, как мне приятно, Ольга, это здорово. И вообще здорово, я очень радуюсь, когда мои занятия вас подвигают к дальнейшему творческому росту и поиску. У меня девочки после микс-медиа школы, очень многие продолжают развиваться в самых неожиданных направлениях. Например, вот Лена у меня прошла микс-медиа школу, базовую, углубленную, и ее потянуло дальше. Она сейчас еще ходит в студию и занимается живописью пастелью, рисованием пастелью. Точнее сказать, потому что пастель, она такой пограничный материал между живописными и графическими. Наверное, правильнее сказать рисованием пастелью. Показывала свои работы. В общем, я очень радуюсь за девочек. Наталья, в онлайн-курсе встречи каждый день 19:00? Нет. Онлайн-курсы – это снятые видеоуроки, подробные процессы. Я их выкладываю последовательно где-то раз в 2 дня. Я стараюсь перед выходными побольше выложить, чтобы те, кто работает на выходных, могли за выходные догнать тех, кто работает последовательно со мной, шаг за шагом. Вот. И я где-то вот выкладываю урок, даю вам пару дней на то, чтобы вы его сделали, этот кусочек, да, потом следующий кусочек. А потом мы с вами встречаемся, мы все обсуждаем, вы выкладываете фото, я отвечаю, комментирую. А потом мы с вами встречаемся уже в прямом эфире в 19:00 для того, чтобы я уже смотрю ваши законченные работы и вам даю обратную связь прямо в прямом эфире. То есть мы обсуждаем вашу работу, что можно было бы с ней сделать, что добавить, что убавить, или она вообще идеальна, что взять на заметку для будущего. То есть разбираю работы ваши сделанные, какие-то вопросы, которые часто мелькают во время курса, у многих возникают, я даю по ним дополнительно пояснения. Ну и у кого некоторые готовят вопросы для прямого эфира специально, кому-то легче в прямом эфире задать вопрос, то происходит вот такое вот общение у нас в прямом эфире. А уроки я снимаю специально заранее на хорошую камеру. Она как бы в одном плане, но на хорошее качество съемки, чтобы вам было все хорошо видно, потому что веб-камера, когда онлайн, она не всегда передает какие-то нюансы, детальки, поэтому я снимаю уроки вам заранее. Наталья, ваш живой журнал «Чудесные идеи». Смотрю и учусь. Спасибо за ваш талант. Спасибо, Марина. Да, клубные встречи – отдельная история. Ежемесячная, так что и бесплатная. Так. Да, выкладывается график. Вот девочки, кто уже участвовал в онлайнах, они отвечают на вопросы. Спасибо, девочки, за поддержку, за помощь. Наконец-то у меня высох узор. Так, скажите, пожалуйста, вы еще не устали
Нравится ли вам то, что у нас получается? Или вам уже скучно и неинтересно? Если вам нравится, вы еще бодры и веселы, поставьте восклицательный знак. Если вы уже пошли чай пить, и вам уже все давно понятно, ну, можете ничего не писать или поставить нолик. Я в любом случае благодарна вам всем, кто сегодня пришел, кто заглянул на минуточку. Просто сказать привет, поздороваться с онлайн-знакомыми, посмотреть мои работы, может быть, вскользь задать какой-то вопрос. Неважно, сколько вы были со мной, 5 минут или досидели до конца, я все равно вам признательна. И очень рада, что наше знакомство хоть в каком-то виде состоялось или общение. Вот. О, восклицательные знаки. То есть вы еще бодрые и веселые. Какие вы у меня закаленные, молодцы. Вы меня очень воодушевляете. Смотрите, я хочу, как я вам сказала, нам чуть-чуть осталось. Мы сейчас с вами немножечко вот продолжим золото и чуть-чуть как бы края обработаем, и все. И фактически это у нас сейчас ночи, пишет Юля, ну очень интересно и познавательно. Юля, вам огромная особенная благодарность за то, что вы в очень некомфортных для вас условиях смотрите этот вебинар. Вот. Этот вебинар, он совершенно открытый, он бесплатный, поэтому, ну, я рада, что вы на него пришли, и вот он совершенно для всех, для каждого в том количестве, в котором ему нужно, без каких-либо претензий. Вот. Для того, чтобы вам выбрать нужный для вас видеопродукт или онлайн-продукт, вот тут задайте себе вопрос, что вы именно хотите, потому что я хочу, чтобы вы с толком потратили ваши деньги, и чтобы мои продукты, видео, онлайн принесли вам только радость, удовольствие и пользу. Так. Смотрите, я немножко делаю смещение. Я не хочу делать один в один, потому что иначе я золотом перекрою весь этот нижний слой. Вспомним о том, что микс-медиа – это многослойность, да? Поэтому я делаю небольшое смещение, намеренное, не стыкую трафарет, располагаю там, где, мне кажется, он будет композиционно хорошо смотреться со сдвигом. Беру золотую акриловую краску, и еще немножко серебряную, потому что у меня вот здесь есть немножко серебро, и немножко серебро мне бы не помешало. Какой размер сегодняшней работы? Да, вот уже Наталья отвечает, где-то 40×50, да, чтобы поместилось в кадр. Я даже пошла холст достала 70 на метр, начала делать с Наташей, пишет Таня. Таня, супер, не забудь его сфотографировать и обязательно доделай, прямо вот, раз ты написала в чате, я теперь тебя буду ждать и спрашивать. Так, я начинаю вот здесь прямо от золота, вот этот вот узор. У меня дебют, я первый раз смотрю прямой эфир, и уже вся в процессе фантазии. Лилия, как здорово! С дебютом вас! Девочки, давайте Лилию поддержим с дебютом. Ведь у всех у нас когда-то мы начали первый раз декупаж, когда-то первый раз попробовали микс-медиа. Первые вот эти вот пробы, шажки, это какая-то буря, по-моему, эмоций. Согласитесь? И даже, вот понимаете, тут не важен результат, я считаю, для первых шагов. Для первых шагов важно получить удовольствие от процесса. Потому что у нас вот последняя клубная встреча была про творческий релакс. И по исследованиям ученых, когда человек занимается творчеством, у него поднимается уровень гормонов счастья, снижается уровень кортизола, гормона, который как раз отвечает за стресс. И по исследованиям неважно было, какой получился результат у человека, который работал. Делали замеры этого гормона до начала работы и после. У всех он снизился. Ну, там что-то, по-моему, 20%, ну, как всегда, в исследованиях 100% результатов же не бывает. У кого-то там он все-таки не изменился или остался таким же. Но у большинства он снизился.
вне зависимости от того, какой получился результат. То есть сам творческий процесс, блин, не то взяла цвета, приносит уже пользу организму. А я еще хочу, чтобы этот процесс приносил вам не только пользу, но и радость и удовольствие. Ну и я, как перфекционист, еще и всегда мечтаю, чтобы результат вас порадовал. Поэтому всегда стараюсь, продумываю подачу информации, как снять, как показать, как написать, чтобы вам было все понятно, чтобы все получилось. Я говорю, мне важно, чтобы у вас получилось, потому что это и для меня результат. Потому что значит преподаватель без результатов учеников? Ничего. Хочу я вам сказать. Именно результаты учеников, именно рост их мастерства, именно когда ученик сам становится мастером, я горжусь своими ученицами, девочками, которые сейчас уже сами преподают, которых я могла хоть чему-то научить, хоть чем-то поделиться, хоть чем-то помочь, чтобы они стали мастерами, это для меня большая радость. И это моя гордость как преподавателя. Я этим горжусь и с удовольствием всегда показываю работы моих учениц. И на фестивале вот Mix Media Decor многие были не только мастера, как бы, скажем так, со стороны, но и были те мастера, которые выросли, можно сказать, в наших стенах. В онлайн-стенах или в стенах живой студии. У Наташи Филатовой был дебют. Аня Грабежова показывала потрясающие мастер-классы, но Аня уже давно выросла в такого интересного самобытного мастера. Маша Дайкунова, моя тоже звездочка любимая. Какая труженица, понимаете? И уже ко мне девочки приходят в студию, смотрят на ее панно, приглашение на кофе. Вот это вот очень интересная работа, которая в свое время победила в конкурсе в нашей группе Mix Media. И говорят, когда же Маша приедет? А я им говорю, скоро-скоро. Маша осенью приедет. И уже записываются. К Ане Грабежовой уже полные 2 группы записались. Аня приедет к нам в сентябре. К Маше уже запись пошла. Так что девочки не только уже стали интересными мастерами, но еще и успешными преподавателями. И я рада, что они перенимают у меня и во многом и саму методику преподавания. Я стараюсь этим обязательно тоже делиться. А Жанна была точно, Гульнар, конечно, Жанна вообще очень колоритный мастер. И у нее сейчас недавно прошел онлайн, тоже в нашей онлайн-школе по иллюзии. И на фестивале. Да, вообще всех не перечесть, девочки. Я даже боюсь сейчас кого-то не упомянуть. И это даже радостно, что так уже много у нас мастеров, и так уже много у меня учеников, которые стали мастерами, преподавателями, что я даже, вот видите, могу кого-то упустить. А может быть, кто-то мне еще просто не сказал, что он встал на стезю преподавания, и я даже еще не знаю, что у меня есть еще множество потрясающих последователей и учеников. Я первый раз вижу технику Mix Media, смотрю, открыв рот, это потрясающе что-то. Спасибо, Татьяна, я помню ваш нолик, я рада нашему знакомству, и еще более рада, что этот вечер принес вам такие эмоции. Так, смотрите, у нас получился очень, на мой взгляд, такой симпатичный переход. Чуть-чуть мне хочется вот этот обрывочный край немножечко обыграть кое-где. Я сейчас вот это сделаю, и мы переходим к краям. Так, я чувствую, у вас сегодня что-то у нас такая беседа идет активная, что мне кажется, я медленно работаю. У кого час ночи, не серчайте. Я думаю, что запись какое-то время можно будет посмотреть, да, Алис?
Запись будет доступна? Алиса, наверное, уже чай пьет. Я в чате ответила, да. А, в чате, ой, извини. А я чат сейчас как раз не вижу. А я жду, я, наверное, думаю, и Алису уже уморила. Да, так что вот, смотрите, Алиса ответила. Так что у кого час ночи, не переживайте. Если я работаю очень медленно и вас задерживаю, идите спокойно спать. Вот, к тому же запись, насколько я знаю, и приобрести можно. Если уж совсем не получится, пока она доступна, посмотреть. Ну, а я вот здесь совсем чуть-чуть просто продолжила, как намек такой, как будто этот рваная паталь вот здесь растаяла. И сейчас я сделаю края, и на том мы с вами закончим наше панно. Наташа, а вместо краски можно, наверное, взять жидкую паталь? Я попробую, пишет Ирина. Ирина, я всегда за пробы и поиск, вы же знаете. Пробуйте. Я вам показываю то, что попробовала я, то, что мне понравилось, и я готова этим с вами как с проверенным таким результатом поделиться. Но вы всегда можете выйти за рамки, экспериментировать и пробовать по-своему. Альбина пишет, Наташа, я преподавала у нас в Бразилии, если помнишь, консультировалась. Вот, Альбина, ну как называется, слона-то я и не заметил. Ну, Альбин, наверное, я просто про тебя так сразу не вспомнила, потому что когда мы с тобой начали общаться, и я рада, что даже мы, ну, какие-то вот видео, мастер-классы у тебя есть онлайн, были какие-то мы с тобой вопросы иногда решаем в личной переписке, ты уже была мастером. Я тебя больше воспринимаю все-таки как коллегу. Но я рада, что мне удалось тебя увлечь именно микс-медийным вот этим процессом. Вот, и спасибо тебе всегда за твою поддержку, за обратную связь. Это для меня очень ценно, спасибо. Юля, а сейчас-то вопросы можно задать? Вы сразу ответите, а завтра уже нет. Ну, это прелесть прямого эфира. Смотрите, что я делаю. У меня под паталью был цветной фон. Поэтому я беру и достаточно такой грубой наждачкой царапаю паталь для того, чтобы, сейчас покажу, вот видите краешек, для того, чтобы проявить вот этот цветной край и сделать такие потертости, и эти потертости получатся в цвет нижнего фона. К тому же сам по себе холст дает очень такую хорошую фактуру, и вот эти потертости, они получаются, ну вот не знаю, видно, нет? Вот они получаются прям такие очень натуральные под текстуру холста, и сквозь них, вот, паталь не блестит, вам видно, и сквозь них как бы проступает нижний цвет фона. И таким образом я немножко снижаю градус гламурности, да, вот этого золота, и объединяю верх и низ. Я специально делаю так достаточно небрежно. Как ни странно, грубые эффекты на больших работах и интерьерных панно смотрятся гораздо выразительнее. Поэтому деликатные потертости на большом формате пропадут, а грубые такие, они как раз наоборот придадут очень вот интересный. Вот видите, какой потертый получается край. И вы его трете настолько, насколько просто вам кажется красивым и достаточным. Немножко кое-где вот этот вот низ тоже. Там, где у меня рваные края, чуть-чуть где-то делаю немножечко потертыми. Вот. И внизу тоже, чтобы этот край объединить с верхним, я беру щетинную кисточку. И ту же самую, смотрите, если у вас вверху серебряная была паталь, то берите серебряную краску. Если золотая, то я беру золотую краску.
Я этой золотой краской, сухой кистью, немножечко прохожусь по краю. Так, сейчас я попробую большую панель. Вот, прохожусь по краю тоже такими небрежными штришками. Вот, видно, да? Чуть-чуть золочу этот край. Это все для того, чтобы объединить еще больше верх и низ работы, чтобы она смотрелась цельной. Вот это у меня золотая краска, она очень хорошо блестит. Сравнимо с Патали, тоже такой блеск у нее интенсивный. И вы можете сразу торец, если у вас, например, холст на подрамнике, можете сразу вот на торце тоже уголочки подчеркнуть. Альбин пожаловалась, еще как, жаль, времени нет на микс-медиа. Народ местный требует докупаж от меня, как в виде работ, так в виде МК. Микс – это для меня теперь сладкий десерт. Альбина, ну, баловать себя десертами тоже надо. Так, ну вот фактически я закончила края. Еще я немножечко могу вот этого золотого отблеска кое-где добавить на узор. Сухой тоже кистью. Он рельефный. Кое-где золотого мерцания, чтобы, ну, еще больше, что? А нижний левый угол останется пустым, одиноким? Да. Сейчас объясню, почему. Это как раз композиционный момент. Опять-таки, по вопросам композиции отправляю вас к своему видеокурсу по композиции, где много композиционных моментов, что, зачем и почему как раз объясняется. Это намеренный ход, потому что в композиции очень важно равновесие для целостности. Вот нижний я добавила, верхний чуть-чуть. Все. Единственное, что можно, если там потом в какой-то момент захотите, но я вот, наверное, не хочу, мне нравится именно как сейчас. Если вам цвета не хватило или, например, хочется поинтенсивнее, можно также сухой кистью нижний цвет фона добавить вверх, но только чуть-чуть. И еще очень классно край патинировать масляной краской. По Патали она ложится прозрачно. Кто смотрел «Золотой ренессанс», мой вебинар, тот знает, как патинировать масляной краской. Вот. И как она замечательно ложится на Паталь. Но здесь мне как раз вот все нравится. Смотрите, что у нас. Ну, наверное, надо переключаться просто на себя, чтобы показать вам на экран. А потом, как оформить работу, чтобы на стену повесить, что это Юлия. Юлия, на эту тему был как раз большой вебинар, прям посвященный ответам на вопросы, как оформить. Значит, смотрите, вот на этой работе я край как раз патинировала, тоже его шкуркой вот так вот обрабатывала. И здесь вот видите такой голубой нежный оттенок. Это как раз масляная краска. А нижний край, вот он серебряной краской, сухой кистью, и торец тоже сразу вот сделан. Так небрежно по пачкам. У него широкий торец у этой работы. Насчет углов. Видите, у меня здесь две диагонали в работе. Узор идет от одного угла к другому углу. Поэтому пустые пространства по второй диагонали перекрестной, они уравновешивают работу. Если узор сделать по всей поверхности, она потеряет
ритм и выразительность. Она станет перенасыщенной. Очень важно, чтобы в вашей работе чередовались насыщенные участки и воздух так называемый, то есть пустоты. Пустоты – это на самом деле тоже такой инструмент, которым можно работать. Ну, а вот эта работа, то, что у нас получилось с вами сегодня, такая вот она интересная. В принципе, можно ее еще как-то доработать. Но это еще от освещения зависит. Вот на камеру немножечко теряется нижняя часть. Вживую она как-то вот, эта нижняя часть достаточно активна. Можно чуть-чуть вот сюда еще узор дамаск фоновый добавить, чтобы немножко вот это вот как бы большой продлить, свести на нет. Вот, но в целом меня композиция устраивает. А немножко этот дамаск похож на крылья чаек. Сейчас я вот писала в чате про море. И сейчас смотрю на эту работу, и мне самой кажется, что она какая-то морская с криками чаек прямо. С какими-то ракушками напоминает. Вот. Или можно взять фанеру, состарить ее так. Вырезать фанеру на 5 сантиметров больше. Покрасить ее под корабельную доску. Раз морская тематика. И на вот такой фон корабельной доски ее приклеить, ну, жидкими гвоздями. И она будет, получается, на фоне корабельной доски вообще очень морская. Прям, пожалуй, я ее так и оформлю. Так, защитный слой какой-то должен быть. Да, можно покрыть работу лаком спреем. Лак-спрей идеален в случае микс-медиа, потому что мы работаем с разными материалами, мы их смешиваем, у нас много слоев. И чтобы, не дай бог, да, лак ни с чем не вступил в реакцию, то лучше использовать именно лак-спрей. Он не на водной основе, и он хорошо защитит работу, вне зависимости от того, какой там материал. Но вот эту работу, например, можно ничем не покрывать больше. О, как заребило все, сейчас убираю. Эту работу ничем можно не покрывать, потому что поталь мы защитили. Акриловая краска после высыхания абсолютно устойчивая. Единственное, что при покрытии лаком она может стать ярче. Как бы акриловые краски и масляные, кстати, тоже краски именно с этой целью покрывать лаком, чтобы